Здравствуйте! В этом выпуске канала translatorscafe.com мы поговорим не о единицах измерения физических величин, а об отпуске, потому что сейчас сентябрь, заканчивается пора отпусков. Заодно поговорим о разных культурах и о блокировке сигналов спутниковой навигации и мобильной связи. Месяц назад я вернулся из короткого 5-дневного отпуска, который провел в Крыму. Поехал туда, несмотря на пугалку на сайте travel.gc.ca, который в который раз рассказывает о захвате российскими военными государственных зданий и о незаконной аннексии и оккупации Крыма. Это видео – мысли вслух, которые я записывал на телефон во время 10-часового полета из Москвы в Торонто. Это замечание о разных культурах. Когда перемещаясь из одной культуры в другую, многое проявляется и становится очень четким. Google знает про меня все. Посмотрите, как он напоминает, что сегодня я еду в Крым. В Крыму? Хорошо. Конечно, для большинства жителей Канады Крым – оккупированная и аннексированная территория. Для некоторых, необолваненных местной пропагандой и имеющих собственное мнение, это наоборот территория, освобожденная от оккупации. Для тех, кто со мной не согласен, короткий штрих из детства. 1959 год. Моя мама работает в украинской школе-интернате в Симферополе, в этом здании. Мне 6 лет, и я часто бываю у мамы на работе. Помню, что когда я пытался разговаривать со школьниками по-русски, мне делали замечание, что говорить нужно только по-украински, иначе учителя заругают. В этой школе на переменах и после уроков детям было запрещено разговаривать на родном русском языке. Это к вопросу о том, кто был оккупантом. Давайте вспомним историю. 1854 год. В Крыму враги, англичане и французы. Когда несколько лет назад я увидел этот мемориал Крымской войне в Лондоне, я вдруг понял, что если Россия будет слабой, они снова могут прийти в Крым. 1941 год. В Крыму снова враги. Немцы меняют вывески на свои. – 1954 год. Крым передан Украине. На этот раз вывески почти не менялись, оставались русскими. Все-таки мы были единой страной. В этом же году мои родители переехали в Крым по организованному набору. 1991 год. Украина стала независимой. Снова меняются вывески. На украинские. Когда-то гуляя вдоль Поэлендского канала, соединяющего озеро Онтарио с озером Эри, я увидел крымский теплоход «Восход», изготовленный на заводе «Море» в Феодосии. Судно куплено за бесценок в начале 90-х, когда новые украинские хозяева распродавали все, что можно было продать. Так несколько «Восходов» оказались в Канаде. 2014 год. Крым вернулся в Россию. Естественно, люди быстро избавились от навязанного из Киева языка. 2015 год. Годовщина Крымского референдума. В марте премьер-министр Канады сделал очередное заявление о незаконном референдуме в Крыму. Если бы я жил в Крыму год назад, я бы тоже проголосовал за присоединение к России, потому что для меня оккупации были лихие 90-е. Украинская оккупация. Впрочем, для господина Харпера мнение жителей Крыма неинтересно. Итак, мы летим в Симферополь. Через Москву со смены аэропорта. Хотелось пару часов погулять по Москве, где был в последний раз 23 года назад, но не получилось, потому что самолет опоздал на 2 часа. Москву увидели только из Аэроэкспресса и из метро. Впечатление странное, как будто ничего не изменилось за последние 23 года. Все очень родное. Стоп, вот это чужое, граффити. В 90-х граффити не было. Надо отметить, что Аэроэкспресс – самый удобный и быстрый способ переезда из одного аэропорта в другой. Увидел из окна здания комплекса Москва-Сити и понял, что в Москве все-таки многое изменилось за эти годы.
Короткая поездка в метро со станции Киевская до станции Павелецкая. Посмотрел вокруг и понял, что нужно срочно переучиваться. Москвичи носят бумажники в переднем кармане брюк или еще где-то. Жители Торонто в заднем. Приехал в Москву, делай, как делают москвичи. Оказался в другой культуре, переучивайся. И быстро. Короткая поездка на Аэроэкспрессе в Домодедово. Так выглядит Москва из вагона электрички. Летим в Симферополь. Теперь полет из Москвы в Симферополь стал на полчаса длиннее, чем был 1,5 года назад, так как приходится обходить территорию Украины, которая видна справа. Подходим к Симферополю. Водохранилище. Вдали Симферополь. Вот он, Четвердак. В последний раз мы были в Крыму в 2008 году. Аэропорт был практически пустой. 5 или 10 рейсов в сутки. Летели на стареньком дребезжащем Ту-134, который, казалось, вот-вот рассыплется в воздухе. В 2008 году пассажирооборот аэропорта составил 855 тысяч пассажиров. Сейчас летим на Боинге 747. В сутки выполняется 150-170 рейсов. До конца 2015 года планируется перевезти около 4,5 миллионов пассажиров. Этой весной в Симферопольском аэропорту были открыты 2 новых терминала и завершена реконструкция нескольких залов ожидания и выходов на посадку. Несмотря на это, Симферопольский аэропорт едва справляется с нагрузкой. Наш самолет оказался где-то на дальней стоянке в нескольких километрах от здания аэровокзала. Конечно, Симферополь совсем не похож на то, что показал Google. Впрочем, если поискать, то, конечно, такие картинки можно найти. Вот, пожалуйста, все, что осталось от завода винодельческого оборудования, где когда-то работал отец. Оборудование, которое выпускал завод, видимо, оказалось никому не нужным. Первое впечатление – все как и было раньше, кроме российских вывесок и исчезновения украинского языка. Украинского теперь совсем не слышно на южном берегу Крыма. Но об этом позже. Симферопольский вокзал. Абсолютно пустой, в отличие от аэропорта, только кошки и собаки гуляют. Сообщение с Крымом теперь осуществляется практически только по воздуху и только российскими авиакомпаниями в обход территории Украины. А таким вокзал был пару лет назад. Будем надеяться, что после окончания строительства моста через Керченский пролив здесь снова появятся пассажиры. Назад ведь дороги нет. Во всяком случае, я так надеюсь. При всем моем уважении к украинскому языку мне очень не хочется, чтобы когда-нибудь здесь снова появилась вывеска «Выхід до поїздів» на чужом языке, который мы не хотели учить в школе. Ми плануємо творчі гони за колонами колони, та все ж як один. Какую чушь нас заставляли учить. Ведь ресурсы долговременной памяти ограничены, а нас так бездарно заставляли ее расходовать. Утром отправился на радиорынок. Нужно было купить несколько старых слюдяных конденсаторов и счетчик Гейгера для съемки очередного видео о конвертере единиц. Да, туристы по этим улицам обычно не ходят. Когда я бываю в Крыму, я сравниваю Симферополь и Торонто. В Симферополе кошки, в Торонто белки. И еноты. Мне кошки больше нравятся. Я понимаю, нравятся, потому что с детства к ним привык. Кошки ласковые, в отличие от белок. Подходят, гладятся, всегда норовят попасть носом прямо в объектив. Я не понимаю, почему в канадской культуре белкам можно жить в городе, а кошкам запрещено. В канадских городах задавленные белки на улицах – привычное зрелище. Такое же, как в российских городах кошки. Может быть, бродячих кошек не любят, потому что от них приходится закрывать песочницы? Кошки в городе настолько привычны, что эти девочки остановились, чтобы получше рассмотреть, что это я там снимаю.
По весне мне определенно не хватает кошачьего воя. Канадцы даже не знают, что это такое. Будет проблема перевода на английский, ведь я всегда делаю 2 версии видео на русском и английском языках. В Канаде, точнее в ее столице Оттаве, тоже еще недавно были городские кошки в парламенте. Очень интересная традиция была. К сожалению, пару лет назад кошачий приют закрыли и всех бродячих парламентских кошек раздали по домам. Не положено кошкам в Канаде ходить по улицам. В Торонто девушки на каблуках ходят как на ходулях. Но это часть местной культуры, ее нужно принимать как есть. Не умеют, потому что ходят на каблуках раз в год. В Симферополе все не так, лучше. На каблуках, в коротеньких юбчонках, по дыркам в тротуаре, да как изящно. В Крыму хорошо. В Крыму неприятно смотреть на огромные заборы, закрывающие новые красивые дома. При этом на улице отсутствуют тротуары и почти нет асфальта. Рай в отдельно взятом дворе. Вышел из рая, вступил, известно куда вступил. Да, отвык я от заборов. Надо снова привыкать. В Торонто почему-то даже занавесок на окнах нет. Интересно, почему? Храм 3 святителей на улице Гоголя был построен для нужд Таврической духовной семинарии, выполняет эти функции сегодня. Рядом семинария и семинарский сквер. Когда-то в этом здании была школа, а потом конструкторское бюро телезавода «Фотон», СКБ «Фотон», где мне много раз приходилось бывать. Теперь здесь снова семинария. На радиорынке купил почти все, что хотел. Интересно отметить, как изменился радиорынок. В 80-х, когда радиолюбительство было экономически выгодным, там продавали только радиодетали. Сейчас, когда радиолюбителей почти не осталось, детали тоже продают, но только в нескольких ларьках. Радиолюбительство стало экономически невыгодным. Возвращался по центральной улице Симферополя, проспекту Кирова, потом по улице Карла Маркса, мимо Александра Невского собора, восстановление которого почти закончено. Собор был построен в 1829 году, а взорван 100 лет спустя, в 1930 году. На его месте в 1944 году был остановлен огнеметный танк-памятник освободителям Симферополя. Это один из 2 сохранившихся огнеметных танков КТ-34. Александро-Невский собор долгое время был главным собором Симферополя. Сегодняшний храм значительно отличается от прежнего. Три центральные улицы в Симферополе аккуратные. Они такими были и 8 лет назад, когда мы были в Симферополе. Шаг в сторону, улица без тротуаров и крышек канализационных люков. За 15 лет жизни в Торонто отвык от угрюмых взглядов продавцов. Снова пришлось привыкать. Я понимаю, что это тоже часть культуры, что их не заставляют улыбаться и не уволят за угрюмый вид. А канадских уволят. Вот они и стараются. Даже если им плакать хочется, они улыбаются. За мои деньги. Спасибо, не надо. Крымские неулыбчивые продавцы мне нравятся все-таки больше. Книги на украинском в Крыму никогда не пользовались спросом. Сейчас их вообще не стало. В
России продавать самогон запрещено, но делать его для собственного потребления закон разрешает. Продавать аппараты для его изготовления тоже можно. В последние годы в связи с увеличением стоимости алкоголя производство самогона увеличивается. В Канаде же популярно самостоятельное изготовление вина. В родной школе, которую я окончил 45 лет назад, на входе стоят две вертушки на проходной в вестибюле. Это новшество. Зашел, сразу поинтересовались, что нужно. В России теперь, наверное, если у ребенка на улице спросить, где ближайшая остановка, он тоже убежит, как в Канаде. Это у меня первое впечатление о Канаде было. В 2000 году, сразу после приезда в Канаду, я спросил у детей лет 10, где остановка автобуса. И они удрали, как будто я их в мешок собирался посадить. Это было очень необычно наблюдать. Хорошо в полиции не оказался за то, что пристал к чужим детям. Перед тем, как оказаться в другой культуре, надо обязательно делать домашнюю работу. В Симферополе расширили проспект Победы, который ведет в Феодосию и Керчь дальше через будущий мост на Кавказ. Быть в Крыму и не съездить в Ялту? Завтра едем. Ехали в старом автобусе, которому давно пора на свалку. Старым троллейбусом тоже, им уже по 50 лет. Но с другой стороны мы заплатили за поездку на расстоянии 85 километров 300 рублей. Это стоимость 3 чашек кофе. В Торонто поездка на такое расстояние стоила бы в 10 раз дороже. За что заплатили, то и получили. Ялта – один из лучших курортов Крыма. Город находится на южном берегу Крыма и привлекает туристов изумительно красивой природой и великолепными пляжами. Ялта находится на одной географической широте не только с Генуей, но и с Торонто, где зимой намного холоднее. Климат Ялты средиземноморский, однако если подняться на 200 метров над уровнем моря, растительность уже не будет субтропической, так как зимние температуры опускаются здесь ниже 2 градусов Цельсия. Зима в Ялте очень мягкая, снег бывает редко и долго не лежит. Лето жаркое, осень теплая. «21-я Волга». Ездил когда-то на такой по Крыму. Вот бы теперь на такой порулить. Очень хочется. Набережная Ялты протянулась на километр вдоль берега Черного моря. Это одна из старейших улиц города. Ей больше 130 лет. В конце 19 века набережную благоустроили. Она была укреплена строительными блоками, облицована гранитом. В начале 60-х к набережной добавили второй уровень – ступень. Со стороны города набережная обрамлена веерными пальмами, а со стороны моря устроены ступени, на которых приятно посидеть, глядя на волны. Конечно же, набережная – самое любимое место отдыха и горожан, и приезжающих в город гостей. Наш путь продолжаем на теплоходе к Ласточкиному гнезду. Качка довольно сильная. Украшение набережной Ялты – шхуна «Эспаньола», пришвартованная рядом с гостиницей «Арианда». Парусник был построен в 1954 году в Херсоне для киносъемок. На борту шхуны кафе. Немного правее корабль побольше, кафе «Апельсин». Ливадийский дворец был южной резиденцией российских императоров. От него до набережной всего 3 километра. В Ливадийском дворце проводилась Ялтинская конференция союзников, на которой определились контуры послевоенного устройства мира. Теплоход приближается к Арианде, одному из красивейших уголков Большой Ялты, который находится в 5 километрах от центра Ялты. Здесь проходит Царская тропа, по которой мы вернемся на набережную Ялты.
по крутой лестнице поднимаемся к Ласточкиному гнезду. Замок расположен на отвесной 40-метровой Аврориной скале мыса Айтадор в поселке Гаспро. Скала получила название в честь римской богини утренней зари Авроры. Замок был построен в 1912 году. В 1927 году часть скалы была разрушена Ялтинским землетрясением. Трещина в скале под дворцом была отремонтирована в конце 60-х при реконструкции. Под здание дворца была подведена консольная железобетонная плита, на которой крайняя часть замка оказалась надежно закрепленной. Ласточкино гнездо – самая узнаваемая эмблема южного берега Крыма. Если кто-то говорит, что в Крыму в этом году нет отдыхающих, ведь врет! Не верьте! Как видите, с трудом нашел место для съемки. Теплоход возвращается обратно в Ялту, а мы вернемся в Ялту по Царской тропе, которую также называют Солнечной тропой. Крымская степная сова. Зовут Софья Михайловна, да. Водятся, да, они в степном Крыму водятся. По уверению фотографа, который за 100 рублей любезно разрешил сфотографировать эту сову-сипуху, они живут в Крыму и называются крымскими степными совами. Но это неправда, не живут они в Крыму. И сов таки в природе не существует. В России сипухи встречаются лишь в Калининградской области, а на Украине живет всего 30 пар, в основном в Закарпатье. Последний взгляд на Ласточкино гнездо, и мы отправляемся на Солнечную тропу. Я хотел найти выход на карте, но сигналы навигационных спутников вдруг пропали. Также перестала работать мобильная связь. Как выяснилось чуть позже, рядом проезжал кортеж Путина с Берлускони, которые в тот день, чуть позже, прогуливались на Ялтинской набережной. Поэтому работа мобильных устройств и спутниковых навигаторов по пути следования кортежа подавлялась в целях обеспечения безопасности. Первый раз такое наблюдаю, хотя навигатором пользуюсь постоянно. Царскую тропу мы в конце концов нашли. Тропу построили в 1843 году, а в 1901 году ее длину увеличили до 7 километров. Максимальный угол наклона не превышает 3 градусов. То есть тропа практически горизонтальная. В те времена, когда по ней ходили царственные особы, на тропе не было таких уродливых заборов. Придуманное в советское время название «Солнечная» не слишком удачно, так как тропа тенистая, и даже в жаркий солнечный день на ней прохладно. Желтопузик даже не змея, а безногая ящерица. Передних ног у нее совсем нет, а задние похожи на 2 бугорка. Желтопузиков становится все меньше и меньше. В моем детстве их было очень много. Это единственная белка, которую мы увидели в Крыму. В этой культуре вместо белок – кошки. Другая культура. Мы думали пройти по Царской тропе до Ливадии, а там сесть на маршрутку и доехать до набережной. Однако в Ливадию, где в это время находились Путин с Берлускони, нас не пустили. Поэтому пришлось идти в обход по Алуштинскому шоссе. Даже не похоже, что это сентябрь. Люблю эту набережную с детства. Сироп, как в детстве. На ужин сегодня у нас шаурма.
Пора назад в Симферополь. Завтра возвращаемся в Торонто. Ялтинский автовокзал. Москва, Внуково. Мы приехали в час ночи, но нас не пустили сразу пройти спецконтроль, чтобы попасть в зал, где можно было бы спокойно провести остаток ночи. Как я понял, это произошло по причине полного отсутствия мозгов у сотрудников ночной смены. У них была простая инструкция: на рейс в Канаду всех задерживать до утра, чтобы утром специалист проверил канадские визы. О том, что у канадцев визы проверять не нужно, их, видимо, не предупредили. Нельзя регистрироваться, и весь разговор. Мы с трудом нашли в аэропорту место, где можно было бы посидеть и чуть-чуть подремать. Все скамейки были заняты. Люди сидели и спали прямо на полу. Уродство. Нет, это не уродство, это просто другая культура. Надо привыкнуть и принять, если ты здесь оказался. Вообще, нужно хорошо себе представлять, что когда человек приезжает в другую культуру, он должен жить по правилам этой культуры, а не своей. Он должен быть готов к новой культуре. Если оказался в Киото или Осаке, делай как японцы. Если оказался в Париже, нужно делать, как делают парижане. Оказался в Симферополе? Делай, как делают симферопольцы. Не следует пытаться учить киевлян жить так, как живут симферопольцы, и наоборот. Это непродуктивно. И даже может привести к стрельбе. Например, не стоит пытаться учить российских школьников и студентов не списывать, как пытается делать шотландец Нил Мартин, работающий в Питерском университете. Списывание – это часть российской культуры. Я рад, что у меня была возможность списывать, и я не загрузил память ненужным грузом. Кроме того, подготовка рукописных шпаргалок – один из способов запоминания материала. Преподаватель на устном экзамене прекрасно определяет, кто что знает, независимо от списывания. Ведь все понимают, что учеба не тренировка памяти, а прежде всего приобретение умения учиться в дальнейшем. Всю жизнь учиться. В Канаде все с точностью до наоборот. Списывать нельзя. Списывать неприлично. Списывающего прилично заложить преподавателю. Заложить! Но это не значит, что правила в Канаде, Великобритании или Америке лучше, чем правила в России. Они просто другие. Нужно жить по правилам той страны, где ты оказался, и не пытаться учить людей жить правильно, как привык ты. Списывание – часть моей культуры. Странно, что британский преподаватель, который просто обязан понимать такие вещи, их не понимает. Не нужно учить россиян жить, как это делают шотландцы. Не стоит считать, что шотландцы делают лучше. У них просто другая культура. Не хуже, не лучше. Другая. Вспоминая картинку, которую нам показал Google, когда мы вылетали в Симферополь, я хочу спросить его сотрудников: а почему бы вам не показать центр Нью-Йорка с привычным запахом нечистот, когда я собираюсь лететь в Нью-Йорк? Или воняющие мочой бездомных углы центра Сан-Франциско, если я собрался туда? Вы к ним привыкли, потому что каждый день ходите туда на работу в свой офис? А я до сих пор не привык. Но знаю, что должен привыкнуть, потому что это часть культуры, в которой я теперь живу. Другая культура. Не хуже, не лучше. Просто другая. Со своими недостатками и достоинствами. Но я отвлекся от нашего путешествия в Крым. В Москве уже наступило утро, и пора регистрироваться. После регистрации и прохождения спецконтроля наконец попали в нормальный зал ожидания, где можно посидеть, посмотреть в окно на самолеты и даже полежать. В самолете я обычно занимаюсь видео и фотосъемкой, но мы не смогли зарегистрироваться на рейс Москва-Торонто заранее, чтобы можно было сидеть у окна. Поэтому я надиктовал эти заметки на телефон и теперь представляю их вашему вниманию. Спасибо, что посмотрели. Подписывайтесь на образовательный канал translatorscafe.com.
Изучайте технический английский с нашими видео.